Sen nasılsınız hanım? Ассаляму алейкум и sen misiniz? Салам алейкум. Меня зовут Сталик Ханкишеев. Я пишу книги о кулинарии. И в данный момент работаю над книгой о татарской кухне. И веду кулинарные программы. Разрешите узнать ваше имя? Меня зовут Резида, я Резида Хусаинова. Мы с вами оказались коллегой. В каком смысле? Я тоже веду передачу про кулинарию и записала 2 книги. Уже... Да, русской, татарской, английской, вот такой замечательной татарской Значит, кухни. вы на самом деле мы являемся полными коллегами друг Да. другу. Ну хорошо. Мне очень приятно. Разрешите, я присяду здесь и буду вам немножко мешать. Вы что сегодня готовить собрались? Скажите, пожалуйста. Давайте я вам сегодня приготовлю кастебей. Вы, наверное, ее никогда не пробовали еще. Ну, знаете, один раз довелось попробовать, но там какой-то такой был ресторан, вот такой вот, и я не уверен, что это по-настоящему, по-народному было. Вы начинайте, пожалуйста, можно я ваши книжки пока полистаю? Пожалуйста, полистайте, там тоже кастебей есть. Я, значит, начинаю сперва. Для кастебей нужен у нас сметана, я для теста беру, соль, чайная сода чуть-чуть, яйцо обязательно и чуть-чуть масла растительной. Естественно, если с картофелем, мы взяли деревенский такой картофель. Свой? В деревне. Работаем, надо работать. Понятненько, понятно. Начну. А на тесто что у вас? Сколько пойдет? На тесто я сейчас 2-3 ложки сметаны положу. Деревенская сметана, очень вкусная. Вы еще попробовали деревенскую сметану? Вас угостили? Знаете, однажды я работал над очередной своей книгой, и там была целая глава про молочные продукты. Узбекские молочные продукты, азербайджанские молочные продукты, тюркские, общие национальные молочные продукты. Конечно, 99% совпадают с татарскими, потому что это когда-то в нашей истории наши предки питались в основном молочными продуктами. Да. Ну, давайте лучше вы мне будете рассказывать про историю татарской кухни, чем я вам. В татарской кулинарии говорят мясо, картошка, лук и все. И масло. И масло. Если, значит, дома есть картошка, есть масло и любой продукт, если Ну, все уже, да, уже все можно голодные не приготовить. будут. Да. Дома голодных не будет. Да, никто. правильно говорите. Значит, вы сначала смешали жидкую часть. Сметана, яйцо, чуть-чуть соль. Да. Сода, да? Да, Это сода? чуть-чуть я соду положила. Ну и Чуть-чуть. хорошо. Да, чуть-чуть положила. Содой она будет мягче. Ну, пышнее. Да, да. Пузырьки Да, образуются в пузырьки. тесте. Обязательно, когда кастебы делаешь, должны образоваться пузырьки. Сначала мне показалось, что вот этот кыстыбы похож на азербайджанский лаваш, в который положили картофельное пюре. Вместо сыра, да? Да, это вкусно-то. Это- вкусно, но оказывается, это не совсем лаваш. Здесь есть сметана, здесь есть сода, это другое тесто. Я смотрю на татарских женщин. Если даже и есть чуть-чуть полненькие, они все равно довольно стройные. А едят вот масло, едят картошку, едят сметану, едят катык. Вот теста много, пироги много. Ну, расскажите, в чем секрет? Вы знаете, во время войны наши, вот отец, у меня бабушка про это рассказывает, они ели крахмал, они вот сытой крахмалом, они остались живы. Крахмал что- где брали? Крахмал весной высыхает в поле, Ага. и вот они его собрали, из крахмала лепешки делали. То есть мороженую картошку. Мороженую картошку, да, перезимовавшую высыхает, картошку собрали. И что они с ней сделали? да. Картошка, она уже высушенная там. Ага. Крахмал вот убирали, стирают картошку. стирают картошку чем-нибудь, может, Как чуть-чуть и муку, мука да? была, да. И они картофельные лепешки делали вот такие. У меня бабушка вот это вот так все рассказывала. Можно лежа в диване лежать и кушать, тогда, конечно, пополнеешь. А когда ты чувствуешь, вкусно кушаешь, мало и сытно, Да, и и вкусно. еще потратишь энергию на то, чтобы тесто замесить за Ну, картошкой, сбегать в огород. Ну, естественно, это не работаешь, и картошка не будет, ничего не будет. Вот скажите, пожалуйста, кыстыбей. Ну, картошка, понятное дело, что относительно недавно появилась татарская кухня. Может быть, 140-150 лет назад появилась здесь, в данном регионе, распространилась картошка широко.
А до картошки что клали в кыстыбы? Репку? Что? Нет, мы это сегодня тоже будем делать. Пшено, из пшено они делали. Каждый в огороде, в поле выращивалось пшено. Потом уже картофелем, потом с тыквой. Кто чем хочет. Ну, может быть, некоторым нашим зрителям будет понятно. Мексиканский такос. Там тоже такие лепешечки, и в них какую хочешь начинку кладут. А можно, кроме картошки, пшена и, не знаю, козы туда порезать, внутрь добавить, что-нибудь еще такой добавку? Это, наверное, бургер будет. Ну, хорошая же идея. Кыстыбый бургер. Кыстыбый бургер. Это мне очень нравится. Шашлык пожарить, так вот мелко-мелко порезать и туда и вместе с картошкой. Еще чуть-чуть пожарить потом, чтобы картошка тоже такая твердая стала. Ну, мясо ведь каждый день не режут. Режут осенью, когда уже морозы будет. Для этого каждый день шашлык, наверное, не принято кушать. Вот, Резеда Ханум, а в остальные дни из чего состояла пища татар, рацион татарский? У каждого придворья была корова, молоко. Если молоко есть, катык. Если катык есть, сливку уже делают. Если катык сделали, творог делают. Вот так и... Как будет творог по-татарски? Эремшек. 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 Какое слово вкусное. Да, эремшек. Масло сливочное, вот на вашей памяти, как делали? Взбивали? Мы сбивали, я это Вот очень это хорошо... вот это? Нет, у нас была такая деревянная, она уже у меня хранится в сарае, посуда, там валик, железная ручка, а там 3 валика, как вот оно что. Да. И так вот крутишь. И вот так крутишь. Родители всегда нам давали, мама давала. Мы всегда крутили. Масло выходит очень такой. Это ты уже чувствуешь, вода отделяется, она уже у тебя вот так падает. Мы брали ее холодной водой, выходили около... Холодной водой мыли? Да. Вообще, вот если хотите получить хорошее сливочное масло, неважно, можно миксером, можно там кадушки там побить, вот можно какое-то устройство, как Резеда Ханум сейчас рассказывает, да, механическое. Но сливочное масло, после того, как оно приготовилось, на нем еще сохраняется белок молочный. И чем больше этого белка останется внутри масла, тем быстрее масло испортится, и масло будет кисловатое, кислить будет. Да, для этого. А если его даже можно покрошить, это масло, отнести вот где-то в холодной воде промыть, отжать воду и потом снова порезать и снова вот так покрошить. И эта белая вода выходит, пока чистая вода не останется. И это вот масло, вот это будет масло. Это уже настоящее масло. Черный с печки выходит черный хлеб, такой вкусный, запах, и туда Что, сливочное картошку масло. варить надо? Картошку мы будем варить. Пауза. Вернемся после рекламы. Книга «Таджин», «Кускус» и другие марокканские удовольствия. Знаете, чтобы собрать рецепты для этой книги, я неоднократно летал в Марокко. Летал вместе со своим помощником Абдулой. И мы собрали в этой книге самые удивительные марокканские рецепты. Знаете, что такое марокканская кухня? Ну, во-первых, блюда для этой кухни готовят традиционно в таджинах. Но мы расскажем, чем заменить таджин. Во-вторых, в этой кухне используется много специй. Но на наше счастье все эти специи продаются на наших рынках. И даже в обычном супермаркете можно пойти и купить все вот эти специи, которые здесь на картинке. Ну а продукты самые обыкновенные. Мы тоже готовим еду вот из лука, из помидоров, из болгарского перца. Мы готовим эту еду, нашу еду из баклажан, кабачков, сельдерей, тыква, морковка, перец, цветная капуста. Скажите, пожалуйста, что-то есть здесь незнакомое? Ну, на самом деле, что-то незнакомое есть, например, соленые лимоны. В Марокко можно в любой лавочке купить, а я вам расскажу, как можно эту восхитительную закуску сделать прямо дома. Какое масло используется, какие необычные специи используются, все очень подробно. Посмотрите на фотографии. Это Абдулла, мой помощник и друг, а это Камаль Рахаль, сын шеф-повара короля Марокко. И
Мы готовили вместе с поварами, которые готовят для королевских праздников, для королевских свадеб, для королевских юбилеев. Но при этом пошли на улицу и посмотрели, как готовят в таджинах на улице. Вот просто на автобусной остановке. Это ведь тоже очень интересно. Я расскажу вам о марокканских базарах, я расскажу вам о ресторанах, что стоит заказывать в Марокко, а что нет. Мало ли чего, может кто-то соберется поехать в Марокко. Но в целом эта кухня, по моему мнению, является как бы продолжением узбекской либо азербайджанской кухни. Понимаете? Вот вроде бы все то же самое, только вкус немножко другой. Вкус новый, блюда новые. Вот, кстати говоря, та кухня, где готовится еда на королевские праздники. Видите, какая огромная кухня, огромные казаны. Заказать эту и другие мои книги можно в интернет-магазине stalik.ru. Эту книгу можно получить еще и бесплатно, если вы купите 2 другие книги. Подробно об этом рассказано на моем сайте. Там постоянно происходят какие-то акции, скидки. Так что обращайтесь на сайт, вам помогут сделать правильный выбор. А при желании вы можете получить эту книгу еще и с моим автографом. Желаю вам успехов! Картофельное пюре я уже, вот кипит она у меня. Ага. Нам сейчас нужно лепешечку сделать. Лепешечку... Масло нет, будете класть? нет, это на Как? сухую сковородку. Как? Масло потом будем мазать. Ну хорошо. Да. Тогда я согласен. Да, масло. Вы, видимо, очень любите масло, да? Я Да. не люблю тех людей, которые против масла. Правильно. Я за то, чтобы все продукты, которые нам Бог, Аллах, природа, как хотите говорите, дает, чтобы все использовалось на кухне. Масло – это очень хороший, полезный продукт. Я так считаю. Правильно. Вот и все. Правильно. Все надо в меру. Конечно. Вот раньше родители наши такие вот большие лепешки делали. Я сегодня уж такой красивый буду делать чайной блюдочкой. Пусть она у нас культурненькой, красивенькой будет. Делайте Согласна? большие. Да, делайте большие. Зачем нет маленькие? Чё, Большой? как Хорошо. для девочек маленькие делать. Хорошо, я с вами согласна. Бисмилляхи рахман рахим, киттек. Значит, Делайте большой. для ребят, для мальчиков делайте. Все. Чтобы мужики поели, была сила. Ауз тутырып ашыйдыйлар бізде. Поняли чуть-чуть? Помедленнее скажите. Ауыз тутырып ашырарға керек ирлерге. Ауыз тутып. Ауыз что такое? Ауыз – это көбейттіріп қалып, и кушать. Чтобы аппетит. Да. Все понятно. Все понятно. Я понимаю по-татарски. Вот ведь, как хорошо. Татарский, русский, узбекский, азербайджанский. Какая разница, слушай. Да, у нас Бог единый. Татары сладко разговаривают. И когда разговаривают, они в свой язык, татары очень много вставляют русских слов. Да? Есть Особенно такое. имена существительные, Есть, сплошные есть, русские. Есть такое, такое есть. Менгяк кастыбы делать киряки. Как оставить делать керек. Ну, шулай, так уж не говорят инде. Может быть, мне скажут там. Так уж не говорят инде. Вот я чуть-чуть соду положила, вот она, видите, как и мелкими. Надувается, да? Надувается. Я должен сфотографировать. Да. Подождите, Сейчас. переверните, хорошо. Да. Это Следующий вот, давайте. это пока первый, пусть она немножко... Вот чистый да. такос испанский. Да. Мексиканский, извиняюсь. Столько хороших людей я в Татарстане увидел уже. Расскажите про татарскую жизнь. Про татарскую жизнь. Вот я чуть-чуть про себя расскажу. Я когда 10 классов закончила, в клубе мы все пели, танцевали. Я концерты Что, вела. Вы танцевали тоже? Танцевали я очень... И сейчас я пою, на сцене я пою. Я концерты ставлю, у меня свои песни есть. Я тоже музыку пишу. Ой, вот так. Значит, Видите, какие я мы татарской про еду мы с вами напишем. Я закончила сперва техникум, закончила потом институт. А специальность какая была? Специальность у меня технолог. Первая была технолог приготовления пищи, а потом я уже технолог. Профессионал? Да. Профессионал же. Да. Вот такие красивые лепешечки. Смотрите, какие они мягкенькие, какие они красивенькие. Когда вот какое-то блюдо готовишь, когда оно у тебя красиво получается, душа радуется. Вот муку не надо здесь оставлять, потом мука сгорит, очень сильный запах выходит.
Ну, сковородочка такая довольно горячая у вас, да? Я смотрю, Да, прямо да, лепешки да, да, отлетают. да. Ну, не знаю, 1,5 минуты максимум на одну лепешку уходит на выпечку. Ну, надо следить, всегда смотреть надо. Про татарскую еду, когда вот вы мне вопрос задали, что раньше мясо не ели. Ну, мало ели, Да, ну, немного ели. у нас папа всегда на зиму, мы же в семье 7 детей. У нас папа всегда говорил, знаете, как он говорил? Я один кормлю 9 ложек. Я вот это никак не поняла. Я говорю, у нас же ложки много. А почему так говорит папа? Оказывается... Делайте, я здесь буду. Да. Оказывается, он говорил, один работает, и у нас 9 ложек дома. 7 детей и папа, мама. А как же он хотел, конечно. Да, вот. И он резал каждый год конина, лошадь, как мне вот правильно Так. сказать. Я помоложе уж, а взрослые, папа, сестры, братья ходили в клуб. Когда с клуба они вернулись, папа всегда готовил им блюда. Это А что, они ходили неделю в клуб на танцы, да? на танцы, да, такой же раньше. У каждой семьи же по 7, по 8 человек был вот по нашей улице. Они вот собирали всех, да, клуб, танцы, пляски татарские там. Называется ваша деревня, расскажите. Наша деревня называется Вольный стан. Вольный стан. Да, по-татарски она называется Бигюты. А мне по телефону говорят вольный стан, вольный стан. Я думаю, Гулистан? Гулистан, что ли? Гулистан в Узбекистане есть, оказывается, вольный стан. Да, Вольный стан у нас Почему деревня русское очень название красивая. татарской деревни? Как будто бы к нам переселился один бабай. Вот пришел и сел на вольный вот стан, знаете, вот стан. Ну, как стоянка, стойбище, Да, где да. место, где Да, он будет и стоять. он да. пришел и этот, Турар Джои. да, устроился. У нас рядом все есть, слава богу. Вот я с окошка смотрю, у нас там речка красивая, поле, там утром встаешь, птички поют, лягушки поют. И еще, пока коровы, колхозы есть, Лягушки тоже поют? очень красиво поет. Да. Это надо обладать очень поэтическим складом души, чтобы считать, что лягушки не квакают, а поют. Именно поют лягушки. Ну, они же о любви поют, да, конечно. Да, и кукушки, вот весной я приезжала. Спойте одну песню про любовь. Если лягушки тоже про любовь поют, но вы должна спеть про любовь. Ну, такой у меня его муж очень любил. Я уж 10 лет тому назад потеряла мужу. Тогда я спою вот эту песню. Он всегда любил, когда вот эту песню пою. Күпме таңнары сию яттылар, түннер булып ұшып киттелер, маңғайыма бір артлы йыллар, қайын шиктелер, кіші бәхетінен кінәләшмейм мин, кіші қойысынан келмейм мин, кезін шешке атқан гүлләр көрсем, яз жеткен деп шаулап ермейм мин. Молодец. Такой Хоть красивый. краткий перевод сделайте, потому что нас же будут смотреть люди всех национальностей. Когда люди радуются, когда человек счастливый, я горжусь, что у них такое красивое счастье, красивая семья. Если вот осенью расцветает цветы, я говорю, это весна. Вот, Хорошие слова. да, очень красивые слова, очень даже вот у меня муж, дай бог земля ему пухом говорят, Орнажи Махтабулсан, он очень любил, когда я пела. Картошка хорошо сварилась? Очень даже, в этом году же у нас дождей мало было, Так. и картошка такой рассыпчатая, прямо вижу я. Кстыбышки у нас очень вкусно получится. Молоко уже скипело. Вот кыстыбы самое главное. Есть разные хозяйки. Кыстыбы картошку сварилась, они воду сливают, с холодильника молоко наливают и делают Да, уже да. картофельное пюре. Обязательно молоко надо скипятить, потом только надо картофельное пюре сделать.
Вот Понятно. я сейчас высушила. Вот смотрите, вот она такая рассыпчатая. Посмотрите, какая Да. Я сейчас сюда ложу молоко. Сейчас, секундочку. Молоко все не надо ложить пока. Мы посмотрим. Говорят, каши масло не портит. Вот я масло налью от души. Хорошо налила. Да. Сейчас Очень мы хорошо. делаем картофельное пюре. Видите, она какая прямо. В общем, она взяла масло, сливочное масло, растопила и туда добавила немножко картошки. Да. Ну, татарская национальная кухня туда. Если, естественно, душа обязательно нужна. Хоть любой нация готовить блюдо, душу надо вкладывать. Правильно вы Да. говорите. А когда уже... Опа, она горячая? Да. Ну, как на вкус. Зато вкусная. Соль будете добавлять? Соль, она уже в подсоленной воде сварилась. Соли нету, что ли? Мало? Ну, можно добавить чуть-чуть. Хорошо, я чуть-чуть Очень. добавлю. Хорошо. Вот так. Вот так хорошо. Вот это настоящий коллега. С полуслова понимаем Да. друг друга. Мне действительно очень приятно с вами работать. Вот Я сижу, отдыхаю. Это я там, С в вами. Москве работаю, а здесь я Татарстан. Туда-сюда поехал, катаюсь и просто Нет, сижу и отдыхаю. Нет, вы знаете, я работу хорошо, мне она знакомая. Это телевидение, это все, вот это заготовка. Вот сейчас вот эти ребята, они столько работали, это ваш труд. Это ведь я это прекрасно Спасибо, понимаю. Спасибо, Да. что цените. Вот у нас лепешечки. Лепешечки обязательно вот так надо ее закрывать. Чтобы не Да, подсохли, да? да, Чтобы размер, да. они должны как бы чуть-чуть как запариться, да? Да, да. Еще мне масло надо. Вот, еще мне масло надо растопить. Много надо растопить. Мы сейчас их, лепешечки, будем мазать и начинять с картошкой. Вот я всегда люблю делать вот так. Люди сперва картошку ложат, а потом только его поворачивают, мажут. Я мажу сразу. Изнутри. Да, и снутри, и с краешки. Снаружи. Снаружи, да. Красивая сторона обязательно я оставлю. Так вот, а потом картошки я туда ложу. Давайте, это я сделаю. Это любой дурак может сделать. Это мне оставьте, я сделаю. Подумаешь, маслом помазать. Что это что? Бином Ньютона. Тыкву что достали? Я хочу сегодня тоже с тыквой сделать, костовой. Так, И еще погода у меня... улучшается. Да, еще у меня пшено есть. Подождите, мы приехали за одним блюдом, а вы приготовите нам 3. Ну, у нас говорят, как такая пословица есть, Бог любит троица. Только с огорода, только что мы ее взяли. Тыква у нас в этом году очень Я сам хорошо. видел. Да. Я сам видел у них в Как мы. огороде. Тыквы какие хочешь, серые, зеленые, и желтые, и как жаба Смотрите, цветом такая. смотрите, какой красивый. А О, суперский. как мне приятно с вами работать. Познакомиться вот так лично. Вот такой человек рядом со мной стоит и Да со мной ладно вам, готовит. перестаньте. Масло костовое мажет. Тыква прямо спелая, мягкая. Кожа очищается очень быстро. Смотрите, как. Я налью чуть-чуть воды, чтобы она чуть-чуть вот так было. И я ее Ну, уже... даже не покрывает, просто Да, для пара, чтобы да, пар был. Да. Закрываю крышкой. В кулинарии действует такое понятие, если я не ошибаюсь, это слово конвергентность. То есть, когда разные народы, живущие зачастую в разных концах земли, не встречающиеся друг с другом, но имеющие одинаковые продукты и одинаковые условия, приходят к одним и тем же методам их приготовления. Вот точно так же тыкву готовят в Чечне. У них тоже есть пироги с тыквой, очень вкусные, с творогом, с тыквой, с сыром. Точно так же запаривают немножко, потом делают пюре и начинка. Да, правильно. Мне еще, я же обещала еще с тыквой, вот такая у нас тыква есть. Разрешите, я посмотрю. Пожалуйста. Пшено. В детстве видел последний раз. Цыплят кормил. Мне цыплят купили, чтобы я их выращивал. Мама пшено варила, я давал цыплятам. И вареное яичко. Мелко-мелко резал, зеленый лук им давал. Вот, Они клевали, вот. росли, а потом взяли их, зарезали. Вот так примерно пшено беру.
Ну сколько здесь? Стакан? Да, примерно где-то стакан. А Да. воды сколько понадобится? Воды где-то 200 грамм тоже. Мы его немножко пропарим только, вот, а потом опять будем ее делать... Как пюре? Пюре Толочь будем будете? делать. Да. Да. Никогда не видел. Да. Давайте, вот это интересно. Да. Это у нас будет как пюре, пшенное пюре будет. Пюре. Да, пюре. Пюре. Пюре, да. Масло добавите, будет вкусно. Да, да, да. Соль добавите, будет еще вкуснее. Да. Вот у нас тыква готова. Мы сейчас его будем пюре сделать. Обязательно масло ложим. Такое. Сейчас посмотрим. Просто сливочное недопленое, да? Ну, тыква-то горячая, конечно. Да. Кастрюля большая, а тыквы мало. Ну и что? Да. Прямо, Пахнет? да. Сейчас я попробую ее. Соли чуть-чуть переборщили. Влюбилась, поэтому? Да, на вас. С таким сегодня я молодым красивым человеком работаю. ладно. Мне же это очень приятно. Хазер кстовый ясывас. Сейчас будем кстовый делать. А что, вот лепешки есть, вот эта Да. картошка есть, бери вот ложку, бери лепешки, кушай. Нет, вот так. Так уж нельзя, надо. что ли? Так Вареную нельзя. картошку просто скушать с этими Так лепешками? нельзя. Было бы тоже Вот вкусно именно бы. вот так надо. Вот так краешку мазать надо. Все краешки, чтобы она вышла вот так. А до секундочку, Да, какую да. красоту надо фотографировать. Да. Подождите. Потом ее нежно закрываем вот так. Смотрите. Такая она вкуснятина. Лишнего вот так надо убрать. Вот, и мы сейчас складываем. Если вдруг не так получилось, вы уж на камеру не говорите, пожалуйста. Всю правду скажу. Окей. Правду говорить легко и приятно. Знаете, как хорошо говорить правду. Правильно. Если все приготовление Вот настолько смотрите, грамотное, как она. да, Мягкое тесто, такая хорошенькая, нежная. настолько грамотное приготовление, как может быть невкусно? Да, мы же душу даем. 2 кулинара здесь готовят. И вот еще, ну, очень часто люди говорят, этот рецепт правильный, этот рецепт неправильный. Ребят, правильно – это когда продукты получили наилучший вкус. Да. Вот тогда это правильный рецепт. И остальное у нас останется на тыкву. С тыквой здесь тоже все более-менее понятно, хотя, конечно, это невероятно красиво. С тыквой еще, потом деревенским катыком ее кушать. Знаете, как она вкусная, это кстыбы. Вот. Еще бы. Ай-яй, красота. Каша у нас. Хазер Я масло. чуть-чуть масла, я и чуть-чуть молоко еще сюда добавлю. В кашу теперь, да? Да. То есть сначала Она- вы варили на стакане воды, и Да, теперь добавляете да. молоко в Она, конце вот приготовления. я сейчас вам его покажу. Она вот так рассыпчатой получилась. Простые вещи, такие как каша, иногда бывают очень красивые. Да. Вот. Сейчас пусть она немножко постоит. Еще один тыквой мы сделаем. Остальное оставляем на пшено. У нас на пшено тоже есть. Хватает. Нежно надо так держать. Картошку можно убрать, наверное, Да, уже? картошку можно убрать. Да, это тоже уберем. Детским садом запахло. В детском саду последний раз ел пшенную кашу. Пшеную кашу надо кушать. Она очень полезная. Я плов кушаю, плов А. еще полезнее. Даже она не чувствуется, когда вот так, как картофельное пюре сделать. Видите, как такой она у нас каша получилась. А я вот, да, до этого мне говорили, пшенка. Я думаю, как пшенка, она же высыпаться будет оттуда. Круглое зернышко. А вот так, конечно, пюре сделают. Хочу. Еще со сливочным маслом. Сливочное масло да, тоже да. вязкость дает. Вот так мы его закрываем. Можно еще его мазать. Каша, она любит, что там Чтобы больше, побольше было масла. больше Надо было масла внутри было. масла Да. помазать побольше. Ой, как у нас хорошо все готовилось. Что, хорошо получилось? Очень хорошо получилось. Сперва мне было как-то страшно с вами готовить. Да ладно. Как-то я испугалась, а потом вы такой человек. Мне очень было с вами работать, приятно. Очень даже. Конечно, хороший Да, человек. Да. Вот намажу я сейчас масло, и она должна блестеть. Ну что, моя дорогая, Сейчас.
Дорогая моя новая подруга, дорогая моя новая учительница, Резида Ханум, давайте возьмем в руки тарелочки с костыбой. Мне досталось держать тыкву и картошку. Вам всю самую вкусную, вам пшенка досталась. Да. И будем говорить по-татарски. Ашларыгыз тамле-булсын. Все хорошо. Молодец. Нарезать? Нет, что, ясно? И его надо обязательно наполовину резать. Смотри, она за мою фигуру бежит. Телевидение вкус не передает. Где мой детский сад? Номер 1. Где мои штаны на лямках? Вкус детства. Да, Резида Ханум. Аллах, как получилось. Слава Богу, получилось все. Татарская кухня – это сила, молодость и красота.